Загадочная горная Шория – это горно-таежный регион, который находится в месте, где сходятся Алтай, Кузнецкий Алатау и Саяны. Сегодня мы познакомим вас с первыми пунктами на нашем маршруте – Шерегешем, который особенно привлекает туристов зимой, когда начинается горнолыжный сезон, а также самым южным городом Кемеровской области – Таштаголом. Сегодня мы по праву гордимся этой замечательной скульптурой, потому что она является визитной карточкой не только нашего славного города Таштагола, но и, не побоюсь сказать, всей Кемеровской области, всего Кузбасса. Бурятский скульптор Дашен Амдаков, на его счету теперь уже сотни произведений, сделанных из сплавов металла. Он любит этот материал. И из них 3 самых фундаментальных скульптуры. Одна из них вот здесь, это Золотая Шория. Олицетворяет мощь горной Шории, дух горной Шории. Вы видите, это шориянка восседает на таком симбиозе животных, который включает в себя, видите, лося с такими красивыми, обширными, раскидистыми рогами. Здесь и мощь бизона, и сила духа лошади. И вот такой общий символ красоты, величия, силы духа, мощи своей физической и духовной. Ну и, конечно же, это защита нашего города, поэтому она стоит на возвышении, на специальной площадке. Ее очень любят наши горожане. Эту скульптуру очень любят туристы, которые приезжают к нам в Шерегеш, на знаменитый теперь уже туристический курорт горнолыжный. Вы знаете, география очень большая, мы смотрим статистику. У нас достаточно много приезжает туристов из Европы. У нас и с Латинской Америки, и из Северной Америки приезжают туристы. И с нашего ближнего зарубежья, вот здесь вот Казахстан, значит, Белоруссия, Украина приезжают туристы. То есть география достаточно большая, но больше всего, конечно, мы видим здесь сибиряков, наших россиян, которые и являются основными нашими гостями. По поручению губернатора Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилева разработана концепция развития туристического комплекса Шерегеш. В эту концепцию входит развитие всех секторов. Мы говорим, что сегодня то количество гостиниц, подъемников, трасс, которые построены, а их сегодня гостиниц уже более 70, более 18 подъемников, причем подъемники скоростные, многокресельные, гондольные, которые могут поднять за 1 час более 30 тысяч туристов. Это все сосредоточено в секторе А. Это большой сектор. Сейчас интенсивно развивается сектор Е. Зашли сегодня инвесторы и в сектор Б. И, конечно, у нас большая перспектива. Это умная деревня, как мы ее между собой называем. Это развитие еще одного научного сектора Д. И вот в эти сектора сегодня интенсивно заходят инвесторы и работают в нем. Строятся подъемники, строятся гостиницы, и все это востребовано, потому что в зимний период, когда основной сегодня заезд туристов, у нас в субботу, особенно в воскресенье, праздничные дни, у нас не хватает гостиничных мест, у нас не хватает
подъемников, потому что это все востребовано. Потому что инвестор это видит, идет, строит, потому что понимает, это будет все у него востребовано, и он будет получать отдачу от этого и предоставлять услуги туристам. Поэтому инвестор сегодня идет в горную шорию, вкладывает сюда средства, понимает, что востребованность этих услуг будет очень большая, и отдача от его вложений будет обеспечена. Гуляя по Таштаголу, мы обязательно рекомендуем вам посетить музей этнографии и природы Горной Шории. У вас есть возможность ознакомиться с культурой и бытом людей, которые издавна проживают на данной территории. Решение о создании музея было принято еще в конце прошлого столетия, а в последующие годы состоялось 18 этнографических экспедиций на территории Кемеровской области и в Хакасии. Собранные экспонаты послужили основой для создания первой в России музейной экспозиции, полностью посвященной материальной и духовной культуре шорцев. Не находите никакие отговорки и обязательно посетите это место, ведь входная стоимость билета весьма демократичная. Для взрослого человека она составляет 100 рублей, а дети до 16 лет могут пройти сюда совершенно бесплатно. В память жертв политических репрессий основан музей-заповедник под открытым небом Трехречья. Пройдя через КПП, посетители попадают в реалистичную обстановку исправительного учреждения. Бараки общего и особого режима, вышки, заборы, столовая. Экспозиция воспроизводит картину той страшной эпохи. Здесь территория подлинная, то есть земля вот на этом участке присутствовала промзона лагеря. Поэтому как бы участок подлинный, а вот сами строения, конечно, это воссоздано. Но воссоздано по типовому проекту 40-х, 50-х годов. А сами музейные предметы мы, конечно, искали, и мы до сих пор ведем, конечно, поиск. Это уже работа с посетителем в основном. Потому что к нам часто приезжают потомки репрессированных. Горшурлак – это специализированный лагерь, который был создан исключительно для того, чтобы построить железную дорогу. И поэтому он был вытянут вдоль железной дороги от Темиртау до Таштагола. В лагерях специально смешивали политических заключенных с представителями уголовного мира. Они все находились в одном бараке. Доносы, конечно же, поощрялись руководителями данных ГУЛАГов. Таких печек в каждом бараке находилось по 2 штуки. И, конечно же, самые теплые места доставались уголовникам. Особенно в довоенное время условия проживания были здесь совсем невыносимыми. Нары, которые вы видите, предназначаются для одного человека, но очень часто туда помещали несколько людей и даже зачастую целые семьи. Если не хватало матрасов, то просто заключенные сами брали траву и сушили ее, и затем спали на ней.
подъем, например, в 6 часов все вот стучат по рельсе. Отбой в 9:30 стучат по рельсам. И если какие-то экстренные случаи, тоже стучат, но здесь уже стук идет другой. Эти нары специально были воссозданы в большем размере. Во время создания музея обсуждалась возможность того, что можно будет приглашать туристов, которые смогут остаться здесь на ночь, чтобы прочувствовать эту атмосферу истории. Однако до настоящего момента никто так и не решился на это. Берем форму, которая выливается из дюраля, сплав алюминия, и вручную, это ручной труд, очень кропотливый, долгий, выкладываем в эту форму составляющие вот этой шишки. В конце мы все это закладываем в пресс под определенной температурой, определенным давлением, определенной влажности. И получается у нас продукция кедропласт. После выпекания получается плитка, в составе которой есть только живица и составляющие шишки. За сколько времени у вас уходит на создание вот картины примерно такого размера? Размер 20 на 25, допустим, начиная с начала производства, взяли мы, не считая, что мы подготовили материал, начали выкладывать. В пределах около часа выйдет, через час примерно, плитка, но не обработанная, да? А при какой температуре выпекается? Температура, во-первых, щадящая температура. Можно делать это быстрее, мы тогда убьем все ингредиенты, и она не будет оздоравливающей, потому что коксуется материал. Смола, живица. Ее нельзя перегревать. Сегодня вы уже нам показали основы этого мастерства, а я хотела бы узнать, тяжело ли обучиться обычному человеку, обучаете ли вы деток, приходят ли к вам школьники сюда на мастер-классы? Тяжело ли нет это делать? Опыт приходится, естественно, не сразу. Естественно, мы отбираем людей, которые связаны хоть немножко, есть какой-то талант к дереву, есть какие-то художественные навыки. Все в производстве помогаем, обучаем. И, в принципе, никто не жалуется. Все схватывается на лету. Тем более в такой ауре работать очень приятно. Горная Шория поразила нас своей красотой, поэтому мы решили продолжить свой рассказ о ее невероятных красотах в еще одном выпуске. Впереди погружение с аквалангом, экскурсия на моторной лодке по национальному парку и чаепитие с шорской семьей, коренным народом этого региона. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новый сюжет. До скорой встречи!